Друзья мои, всем привет! Посмотрите, какой интересный узор для вас сегодня приготовила. Когда я смотрела на эту схему, я думала, ну что-то сложное. На самом деле он вяжется великолепно, запоминается быстро. Сам раппорт один с вами я буду вязать. Я вязала его по памяти. Там четные ряды провязываются практически изнаночными петлями. Единственное, добавляем накиды. Это касается 4 и 6 ряда. Второй ряд только будет отличаться. Ну и нечетные ряды тоже очень легко запоминаются. Посмотрите, какой он интересный. И представьте, он под весом немножко, если это полотно, если это будет какое-то изделие, он даже будет смотреться как-то по-другому. Пытаюсь его немножечко подтянуть. Но очень интересно, своеобразно провязывается. Меня он прям так увлек, я провязала бы такой большой образец. Стоило бы, конечно, провязать еще из толстой пряжи, попробовать. Я вязала, по-моему, пряжа 50 на 50 хлопок и бамбук спицами номер 3,5. Великолепно, я в него просто влюбилась. В раппорте у нас 3 петли, набираем кратно 3 и плюс 2 кромочные петли. У меня в образце будет 3 петельки справа, это платочная вязка, и 3 петельки слева, тоже платочная вязка. И, честно говоря, не помню, сколько раппортов здесь набрано. Ну что, приступаем к вязанию узора. Итак, первый ряд узора. Я провязываю 3 кромочные, у меня платочная вязка. И начинаем вязать. Делаем накид и провязываем 3 вместе с центральной петлей посередине. То есть все петли должны стоять правыми стенками к нам. 2 первых я подхватываю слева направо. Третью из них провязываю и 2 первых перекидываю. Это у нас раппорт. Повторяем. Накид, 3 вместе с центральной петлей посередине. 2 первых слева направо на правую спицу, третью провязываю и 2 первых перекидываю. И так повторяем весь первый ряд. Накид, 3 вместе с центральной петлей посередине. Довязываю почти до конца. У меня остался один раппорт. Накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. И в конце петля симметрии это накид. Далее перекидываю маркер, и у меня кромочные петли, платочная вязка, 3 петли. Разворачиваемся, переходим на второй ряд. Провязываю кромочные петли и начинаем вязать. Первую мы провязываем, первую последнюю в этом ряду мы провяжем изнаночной петлей. Далее, смотрите, начинается раппорт. Из одной петли мы провязываем 3. Каким образом? Изнаночная, делаем накид и еще раз из этой же петли провязываем изнаночную петлю. Из одной петли 3 изнаночных петли. Далее у нас идет накид. Из этого накида нам нужно провязать 2 петли. Одна из них будет изнаночной петлей. Перекидываем ниточку назад. И, не скидывая накид с левой спицы, провязываем лицевой петлей еще раз этот же накид, да, и получаем 2 петли из одного накида, изнаночная и лицевая. И повторяем раппорт. Из одной петли вяжем 3, это изнаночная, накид и изнаночная. Из накида мы провязываем 2 петли, изнаночная и лицевая петля. Из одной петли мы вяжем 3, изнаночная, накид, изнаночная. Из накида мы провязываем изнаночная и лицевая. И так вяжем до конца ряда.
И в конце мы вяжем так. Из одной петли мы вяжем изнаночная, накид и изнаночная. И как я в начале раппорта говорила, в начале ряда, в конце у нас из накида просто одна изнаночная. Закончили вязать второй ряд. Переходим к вязанию третьего ряда. Я провязываю кромочные петли. И далее мы повторяем раппорт. Раппорт состоит из 2 вместе с наклоном вправо. 2 петли, вот эти первые, я их провязываю слева направо. Делаю накид. И далее из 3 следующих петель мы будем вязать 3 вместе с центральной петлей посередине. То есть так же, как и в первом ряду. 2 первые слева направо переснимаем на правую спицу, 3 провязываем и 2 первых перекидываем. Это у нас раппорт. Повторяем его. 2 вместе с наклоном вправо, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. Повторим раппорт. 2 вместе с наклоном вправо, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. 2 первых на правую спицу, 3 петлю провязываю, 2 первых перекидываю. И так повторяем до конца ряда. И последний раппорт. 2 вместе у меня, накид и 3 вместе с центральной петлей посередине. Закончили вязать третий ряд. Переходим к четвертому ряду. Я провязываю кромочные петли и начинаем четвертый ряд вязать. Изнаночная и накид предыдущего ряда, мы к нему добавляем еще один накид. Вот таким образом можете накинуть, а потом переснять накид. И изнаночная петля. Вот 3 петли, это у нас раппорт. И повторяем. Изнаночная, накид с накидом переснимаем и изнаночная. Изнаночная, накид с накидом и изнаночная. Когда я вяжу вот этот четвертый ряд, мне удобнее так. Мне удобнее видеть вот следующим образом. Как только я пересняла накид с накидом, далее я вяжу 2 изнаночные. Мне так удобнее. Накид с накидом, 2 изнаночные. Накид с накидом, 2 изнаночные. Пересняли, вяжем. Фактически мы вяжем изнаночными петлями, за исключением накида. И в конце давайте провяжем последний раппорт вместе. Изнаночная, накид с накидом, перекидываем на правую спицу и изнаночная петля. Все, закончили вязать четвертый ряд. Пятый ряд узора. Я провязываю кромочные петли. Запоминаем, что в начале и в конце будет одна лицевая петля. Итак, лицевая петля. Далее мы переснимаем 2 предыдущих накида к нему и к ним же добавляем еще один накид. То есть 3 накида у нас получается. Вот так. И следом идут 2 лицевые петли. Вот у нас получается как бы раппорт. Лицевая, переснимаем накид с 2 накидами и лицевая. И повторяем. Лицевая, переснимаем 2 накида, добавляем еще один. И лицевая. Лицевая. К 2 накидам добавляем 3 и лицевая. И так далее. Мне как бы удобно вязать вот таким образом. 2 лицевые. Ну, как бы я про себя проговариваю. Сделала накид, 2 лицевые. Добавила накид, 2 лицевые. Добавила накид, лицевые. Добавили лицевые. Фактически мы вяжем по узору нечетный ряд. Все петли лицевые, кроме накида, мы к нему добавляем лицевую. И последний раппорт провяжем вместе. Лицевая, к накидам добавляем накид, переснимаем на правую спицу, не провязывая, и лицевая. Мы закончили вязать пятый ряд, переходим к шестому ряду. Я провязываю петли
кромочные. И у нас в шестом ряду практически мы его вяжем по узору. У нас все петли изнаночные. Единственный момент, что вот эти у нас 3 накида в кучке, мы их также провязываем изнаночной петлей, одной петлей. Итак, смотрим, значит, изнаночная. И как только нам встречаются тройные вот эти накиды, мы их провязываем одной изнаночной петлей. Дальше тут изнаночная. Это у нас раппорт. Изнаночная, накиды провязали изнаночная и изнаночная. И повторяем. Изнаночная, накиды провязали изнаночной и изнаночной. Вот 3 петли. Изнаночная, накиды провязываем одной изнаночной и изнаночная. Мне удобнее видеть так. 2 изнаночные вот у меня, накиды изнаночной, 2 изнаночные. Провязал 3 накида одной изнаночной, далее 2 изнаночные. То есть фактически, повторюсь, мы вяжем изнаночный ряд изнаночными петлями. И в конце последний раппорт провяжем вместе. 1 изнаночная. Тройной накид мы провязываем одной изнаночной петлей и 1 изнаночная петля. Мы закончили вязать 1 раппорт по высоте. Далее мы повторяем с 1 по 6 ряд. Как видите, друзья мои, ничего сложного. И такая красотища, просто необыкновенная. Не перестаю удивляться этому узору. Просто фантастический узор. Друзья мои, не забудьте подписаться в Дзен и также в телеграм-канал, где я выкладываю каждый день по нескольку раз. Выкладываю схемы интересные, работы интересные. Есть чат для общения. Присоединяйтесь. Всем желаю крепкого здоровья и легких петелек.